Одна из популярных тем для обсуждения в беседах, посвященных танкам онлайн, где есть этот самый онлайн. С каждым годом он становится все ниже и ниже, и людям даже не нужен счетчик, чтобы это осознавать. Люди покидают разные сообщества, покидают и будут покидать. Это необратимый процесс, который так или иначе происходит везде. К примеру, я работал в одной компании людей, которая пыталась создать собственную игру уже на протяжении 1,5 года. И как итог, 23 марта я ушел с проекта, и сейчас он держится лишь на одной очень тонкой нити. Алло, меня давно не было на ютубе, поэтому я напомню, что меня зовут по-прежнему Snowman. Вы смотрите рубрику Танкаст, и в этом выпуске я вам расскажу о событиях, которые заставляли массово уходить игроков из игры, а также другие не менее интересные моменты. Надеюсь, вам это видео понравится. Приятного просмотра. — 2011 год. Именно в этом году случилась первая волна покидания людей любимой игры. Причиной тому массовое распространение читерского ПО. Большая часть игроков на самом деле были жулики, которые обходили все системы разными багами и добивались грандиозных преимуществ перед соперниками. Долго на этой теме останавливаться не буду, лишь напомню, что подробнее о читерстве можно ознакомиться в моем видео про читеров. Подсказка в правом верхнем углу. Счетчик онлайн тогда упал в 2 раза, и это нанесло серьезный удар по танкам онлайн. 2012 год. Пока все шутили про конец света 21 декабря, для некоторых людей он случился раньше, 17 декабря. Что в этот день произошло? Из глобального Воронеж стал городом-миллионером. Да, прям апокалипсис. В танках онлайн в эту же дату изменилось практически все. Цены на вооружение, его характеристики кардинально изменились, что повлек за собой этот ребаланс. Цель ребаланса была научить игроков к новым правилам битвы, где сила твоего танка влияет только его модификация, а не звание, с которого оно открывается. Раньше все пушки открывались поэтапно, и, к примеру, если ты имел смоки М3, ты ничего не мог противопоставить против шафта М3. Он тебя просто-напросто убил бы. Поэтому на высоких званиях играли только на определенных вооружениях, которые можно было получить полностью в полной прокачке уже с лейтенанта. Ребаланс, в свою очередь, растянул это дело до более высоких званий. Только с бригадира можно было уже купить первую М3 пушку. С одной стороны, это сбалансировало все вооружения, а с другой стороны, твой гараж наполовину обесценился, так как ребаланс повлек за собой обнуление гаража, связанное с ростом цен. Именно это и заставило уйти многих игроков, потому что они с этим мириться не хотели. 2014 год. Зависимые кулдауны или же задержка перед следующим припасом. До этого игроки, имеющие много денег, могли зайти на нескольких звания и убивать новичков налево и направо, включая так называемую люстру, двойную защиту, двойной урон и ускорение одновременно. После добавления новой фичи в игру разработчики долго искали золотую середину. Были даже конфигурации кулдаунов, где ты мог включить люстру только с помощью ящиков с припасами, но в скором времени они остановились на том варианте, который существует сейчас в игре. Были люди, которым это обновление не понравилось, и они ушли из игры. Но ладно, это всего лишь полбеды этого года. Почему? В этом же году также удалили кристальные ящики, которые существовали с самого начала игры. До этого разработчики также корректировали их номинал. На низких званиях падали кристальные ящики с количеством от 1 до 5, а на высоких званиях по 50-100 кристаллов в коробке. Именно это обновление показало алчность игроков и жажду легкого заработка. Зачем помогать сокомандникам, когда можно ловить их заработанные кристаллы? Поэтому в день удаления кристальных коробок количество зарабатываемых кристаллов в фонде битвы увеличилось на 33%. К тому же за 10 таких коробок ты, считай, ловишь золотой ящик, что его также обесценило. Возможно, именно после этого обновления у людей перестало сильно стучать сердце при звуке заветной сирены, ведь для них гол стал на уровне крисов. 2016 год. В этом году ввели матчмейкинг, который людям, мягко говоря, не был по душе. Оно и сейчас так, но тогда были более веские причины. К примеру, ты мог добавить в группу новобранца, будучи на легенде, тем самым устроив саботаж в битве. К сожалению, на восприятии матчмейкинга виноваты и разработчики, и игроки. А разработчики виноваты в том, что не настроили его до сих пор нормально, а игроки в том, что не поняли, что его первая версия всего лишь тестовый механизм, сразу же начав рейд критики и организовав 100 слоев мата в сторону матчмейкинга челлендж, и тем самым сделали его таким, каким его прозвали. 2017 год. Аптека. Про это нет смысла долго рассказывать, поэтому буду краток. Раньше аптека лечила тебя постоянно, теперь при малейшем наносе урона она перестает работать. Как я считаю, сделано это не зря. Если провести параллель с реальной жизнью, то вряд ли механик вашего танка сможет продолжить его починку после попадения. Я лично здесь не вижу ничего плохого, кроме одного, цена осталась такой же, к сожалению. 2020 год. Отключение флеш-версии обычным пользователям. Почему обычным? У персонала игры, в том числе и у ютуберов, есть право на вход через флеш-клиент.
которая прописана в коде игры. Люди воюют с этой табличкой, запрещающей делать что-либо в клиенте, приглашают друг друга в битву, перекомпилируют SVF файл, чтобы добавить кнопку фото во флеш-версию и так далее. Но, к сожалению, в скором времени через флеш нельзя будет зайти, так как в игру добавят новый интерфейс. Он добавит возможность использовать оверлей в Steam. Steam перейдет на новый интерфейс, а клиент флеша уже полностью отключит, и вы уже точно никак не сможете на него зайти. Вот то вкратце самые запоминающиеся обновления, которые заставили танкистов покинуть их игру. Есть, конечно же, еще много других менее значимых событий, но потому-то я их не решил вставлять в это видео. Но как же узнать онлайн в игре? Есть два способа. Оба из них полностью рабочие и одобрены лично мной. Первый — официальный сайт ТО, а если быть точнее, иранская локаль. Здесь рабочий счетчик онлайна. Иранскую локаль, видимо, перестали развивать с 2019 года, но я случайно обнаружил, в том числе и исправно работающий счетчик онлайна. Второй — неофициальный сайт tankyrating.org. Тут там и статистика игроков битвы, и загруженность серверов и прочее. Но откуда берутся эти данные? Сначала я сам себе задал этот вопрос, а потом вспомнил. В самой первой версии сайта танков онлайн, которая есть на webarchive.org, есть все показатели на мониторе ресурсов внизу и на счетчике онлайна возле кнопки «Начать игру». Людям осталось только лишь найти этот скрипт, который отвечает за все эти показатели, и правильно его перенастроить, чтобы нормально отображалось на своем сайте. Хотя кто знает, может этот сайт принадлежит самим разработчикам? Так я думал до того момента, пока не узнал, что этот домен принадлежит кому-то из Минска. Ладно, затягивать это видео и тем самым мучить вас я уже не буду. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте оценить его лайком или дизлайком, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. Обязательно пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть еще, или пишите, что сделать лучше. Я прислушиваюсь к мнению аудитории и читаю каждый комментарий. А на этом все. До встречи в рекомендациях YouTube. Пока.